Всем аньон, я Алина, с вами канал про корейскую культуру и язык. Сегодня я расскажу вам, как учить корейский язык по дорамам. Самый первый и самый важный совет – смотрите дорамы в оригинальной корейской озвучке с субтитрами на понятном вам языке. Конечно, если вы уже знаете корейский на среднем уровне, то лучше смотреть с корейскими субтитрами. Где и как их найти, я расскажу вам чуть позже в этом же видео. Но даже если вы будете включать субтитры на родном или понятном вам языке, то, как у маленьких детей, у вас на подкорку будет как будто записываться, в каких ситуациях какие слова и выражения употребляются. Я начала смотреть дорамы с русскими субтитрами, поэтому, когда приступила к занятиям по учебникам, многие слова и грамматика уже были знакомы мне на слух. Как-то я смотрела дораму, кажется, «Черный рыцарь», и серия уже вышла, а субтитры еще нет. И вот, смотрю я эту серию без субтитров, потому что никак не могла дождаться, что же будет дальше. Опускаю глаза вниз, а оказывается, субтитров нет, а я все равно все понимаю. Очень важно параллельно с просмотром дорам заниматься по учебнику. Вы можете взять буквально любой учебник по корейскому языку и методически по порядку начать его проходить. Важно систематически проходить и все себе выписывать. И потом, когда будете смотреть дораму, не пытайтесь понять все. Слушайте очень внимательно, что они говорят, и старайтесь найти знакомые слова и грамматику. Можно просто взять какие-то учебные видео по корейскому языку. Например, у нас на канале есть видео по грамматике. Вы можете найти видео, где есть и грамматика, и слова. У меня есть тайная техника. Можно ввести в Naver, это поисковая система, которой пользуются корейцы, название дорамы на корейском и слово «тэбон», что означает «сценарий». Сценарии в открытом доступе в Naver можно найти на все популярные и старые дорамы, например, на Tokkebi. Скачивайте сценарий, скачивайте программу, чтобы читать хангыль, и открывайте на половине экрана сценарий, а на другой половине саму дораму. И читайте ее, пока смотрите, а незнакомые слова переводите. И так вы можете изучать корейский, смотря любимую дораму. Например, когда я смотрела эту дораму Tokkebi или Гоблин на русском, в первый раз мне она не очень зашла, потому что как-то было не очень понятен юмор. Во второй раз я смотрела как раз прочитывая параллельно сценарий. И оказалось, что юмор очень острый и интересный. Существует платный сервис Rakuten Wiki, где можно смотреть дорамы на корейском с корейскими субтитрами. Часть дорам доступна бесплатно, если включать через VPN. Особенно на многие популярные классические дорамы есть корейские субтитры. Самое главное в начале в настройках выбрать язык субтитров корейский, и позже вам будет показано в списке субтитров, на сколько процентов переведено на корейский. Принцип тот же. Вы внимательно слушаете и читаете одновременно. Слова, которые вы не знаете, ставите на паузу и переводите. Единственный минус смотреть в этом сервисе Rakuten Wiki, что если вы смотрите через VPN, пытаетесь смотреть бесплатно, то может заглючить и потом перестать вдруг показывать ту дораму, которую вы смотрели до этого, будьте к этому готовы. Но в принципе это старые дорамы, которые есть в открытом доступе обычно. Давно проверенный способ любителями изучения языков – смотреть один и тот же фильм много раз. Если вы не поняли с первого раза, то со второго и с третьего все становится намного понятнее. Если в первый раз вы больше концентрировались на русских, например, субтитрах и сюжете, то в последующие разы можно больше уделять внимание аудио и внимательнее слушать, что же говорят именно на корейском, так как сюжет вы уже знаете. Например, я смотрела тоже Tokkebi 4 раза. А какие вы пересматривали дорамы или фильмы много раз, пишите в комментариях. Смотрите телешоу, рекламы или мини-дорамы в YouTube. У многих из них большая часть прописана корейскими субтитрами внизу. Например, есть развлекательное телешоу «Возвращение Супермена». Там много современного сленга, и вы можете много узнать шуток. Еще прикольно в этих телешоу то, что они пишут субтитры разными цветами, анимировано, там очень много есть анимации, которой у нас нету, оно прикольно, интересно смотреть.
Чтобы не сдаваться на полпути, выбирайте смотреть то, что будет вам интересно. Тогда, даже если будет сложно в изучении, вас будет подогревать интерес, и это будет помогать вам не сдаваться. Если себя все время только заставлять смотреть, то быстро пропадет интерес. Поэтому важно смотреть именно то, что вам нравится. Подписывайтесь на наш канал. Всем файтин и анян!